Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию на вот этих вот ручках. Эти ручки мы с вами на канале делали. Кстати, многим из вас они понравились. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто смотрел дизайн с этими руками. Ну, чтобы я понимала, кто же постоянный зритель на моем канале. И как обычно, эти руки у нас вниз растущие, поэтому снимаем материал таким образом, чтобы на кончике минимально снять материал, то есть снять только цветное покрытие и оставить максимум того материала, который есть на ноготочках. За счет него мы будем поднимать клюнувший кончик. Никуда не спешим, не ускоряемся, в лайт режиме. Все это для вас смонтировала так, чтобы вам было максимально понятно, что же мы сегодня здесь делаем. При подготовке ногтей к моделированию еще одним немаловажным фактором является то, что нижние параллельки мы выставляем сразу же при подготовке ногтей. То есть это первое, что мы должны сделать, сразу же выставить нижние параллели параллельно боковой оси пальчика. Потому что, ориентируясь на них, потом мы будем делать выкладку материала таким образом, чтобы у нас ноготочек выровнялся. Далее, как обычно, отодвигаем кутикулу, берем фрезер, вычищаем птериги. Если вы плохо вычистите птериги, то у вас получатся отслойки в районе кутикулы, поэтому на этом этапе максимально внимательно. Вот это вот вычищение птериги, это в принципе первый шаг аппаратного маникюра. В аппаратном маникюре делается все то же самое. Вначале вычищается птериги из-под кутикульного кармана. Очень внимательно на этом этапе не пропиливаем ноготок. Работаем фрезой очень мягенько, чтобы не получить пропилы на ногте вместо того, чтобы сделать чистую работу.
Далее, как обычно, наносим праймер, базовые гели. Наши ноготки готовы к моделированию. Сегодня будем моделировать материалами средней вязкости. В чем прелесть этих материалов? В том, что они самовыравниваются, поэтому нет необходимости очень долго и нудно их раскладывать. Опять же, в технике выравнивания базы от гель-лака вы кладете капельку, распределяете ее, проверяете по блику, и в принципе ваша коррекция готова. Это если рассматривать ноготочки в безопильной технике. Мы же работаем немножечко по-другому, ну не мы, а я, скажем так. Работаю немножечко по-другому, мы будем делать арочные ногти, мы поднимаем кончики, поэтому в любом случае нам придется здесь пилить. Поэтому первый слой материала я нанесла именно в безопильной технике, для того, чтобы показать вам, что так этот материал тоже работает и тоже замечательно себя ведет. Ну а потом я доложила еще капельку материала для того, чтобы приподнять кончик и выровнять площадку. Обратите внимание, материалами моделирующими даже выравнивание делать намного удобнее, чем базой, потому что они менее текучие, очень податливые и замечательно себя ведут в любой технике работы. А еще очень важный плюс моделирующих материалов в том, что они жесткие, и любые ногти, какие бы мягкие они ни были, у вас все равно получатся жестко укрепленные, и ничего никогда ни на каких руках скалываться у вас не будет. Поэтому, девочки, если у вас проблема с базами от гель-лака, уберите их, пожалуйста, в дальний ящичек. Используйте как подготовительный слой под моделирующий материал. А моделирующим гелем выводите структуру ногтя, ту, которая вам нужна. Вы же все равно не снимаете гель-лак размачиванием, да? То именно для чего были изготовлены базы от гель-лака, для того, чтобы они снимались при помощи размачивания, чтобы типа не травмировать ноготь. На самом деле сейчас все мастера уже давным-давно все пилят, поэтому возьмите материал моделирующий и пилите его ради бога. Наоборот, вам будет даже проще, потому что он не будет забивать фрезу, как это делают некоторые базы от гель-лака. В общем, как вы понимаете, я фанат моделирующих материалов, и вас к этому хочу тоже приучить немножечко, потому что действительно, девчонки, это намного проще, чем гель-лаковые базы. Ссылочку на свои любимые моделирующие материалы, конечно же, оставлю в описании, но в принципе, кто давно на моем канале, тот знает уже адрес волшебного магазина. Мы же тем временем опиливаем архитектуру нашего ноготочка, и у кого проблемы со схемой опила, посмотрите, пожалуйста, предыдущий ролик. Ссылочку на него я оставлю где-то здесь в верхнем уголочке, она у вас выскочит. Посмотрите, как пилится форма квадрат. Ну и по логике вещей, если мы поднимали вниз клюнувшие ноготочки, мы наложили материал сверху, его, конечно же, изнутри нужно выпилить. Поэтому берем жесткие фрезы для материала и выпиливаем ими внутреннюю арку. Сначала я прохожусь вот такой более крупной фрезой, а потом возьму фрезу иголочку и ею дочищу то, куда я не смогла залезть крупной фрезой.
Итак, вот такие вот ноготки у нас сегодня с вами получились. Теперь мы будем делать на них дизайн. Какие варианты у вас будут по поводу дизайна? Напишите в комментариях. Может быть, все-таки у кого-то получится угадать, что же мы здесь сделали. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Всем до новых встреч. Пока!